Ну что, начинаем? Рано? Да, можно. Так. Виталий, спасибо за вопросы. На самом деле читал тоже один из вариантов и версий. Это 7-го называли Симак, но это фамилия и имя не одно и то же. И по поводу того, стремился я когда-либо соответствовать своей фамилии, я думаю, что нет. Это скорее порыв души, возможностей, наверное, и моих, и супруги. И на самом деле я рад, что у меня такое количество детей, но именно стремление к 7-й цифре, этого не было никогда, это неправильно. Ну, возраст помню, дни рождения помню. Конечно, дома, когда все бегают, могу там кого-то назвать другим именем, ни одного, второго. Все время, когда я был маленьким, думал, вот родители, как они могли там кого-то перепутать, как же можно детей спутать. А теперь я понимаю, что машинально, когда их огромное количество, иногда можно и ошибиться. Или когда думаешь об одном, а тут второй, и ты вслух произносишь о том, о ком думаешь, а не тот, кто находится сейчас, поэтому в большой семье это бывает. Сергей, сколько еще планируете детей? Илья Слободенюк. Хороший вопрос. Пока решили сделать перерыв, паузу, а дальше посмотрим. Если все будет благополучно, в будущем, возможно, поставим вопрос об усыновлении. Пока не планируем дальнейшее увеличение семейства. Нужно этих вырастить, поставить на ноги. Людмила, спасибо большое за вопрос, но мне кажется, что у нас достаточно футбольных школ, и называть их можно и более достойными людьми, ветеранами, теми людьми, которые сделали в футболе. И для футбола очень много, примеров на самом деле очень много. И нужно смотреть, ориентироваться на них. Если создаются школы, то примеров, кем их назвать, их достаточно. Но мне бы не хотелось, чтобы называлась школа моим именем. Такие планы есть, насколько они соответствуют действительности, может получится это или не получится, я думаю, очень скоро узнаем, играть мне осталось не так долго, поэтому в планах это есть, насколько планы будут иметь под собой основание или почву, узнаем в самое ближайшее время. Конечно, мне льстит высказывание нашего тренера, что он видит меня на посту тренера сборной, но для того, чтобы туда дойти, нужен очень сложный, тяжелый, тернистый путь. Нужно себя проявить и на тренерском поприще, нужно, опять же, и учиться, и нужна практика, и нужно своим трудом многолетним доказать, что ты способен, что ты можешь руководить командой второй лиги, или первой лиги, или премьер-лиги, не говоря уже о тренере сборной. Настя, мне кажется, что, по крайней мере, делают вид, что все слушают, насколько прислушиваются, сложно мне сказать. Относятся все уважительно, у нас хорошее, замечательное молодое поколение, для них главное прогрессировать, играть как можно больше, и я думаю, многие из них могут вырасти в хороших футболистов. Сложный вопрос, я думаю, собственного клуба у меня не будет никогда. По той простой причине, что это очень, наверное, все-таки серьезное и дорогостоящее мероприятие. И второй вопрос, очень много команд уже существующих, которых нужна помощь. Ежели будет какая-то когда-либо возможность, то нужно помогать тем клубам, которые уже есть. Называют по-разному. Меня называют лично там, или Сергей, или Богданыч. Кто-то может по фамилии. Учитывая мою нынешнюю бороду, кто-то сравнивает с Пирло, опять же, но у нас есть и кроме меня кого сравнивать. На мой взгляд, это Месси, плюс, мне кажется, ему очень повезло, что он попал в такую команду, и к таким партнерам, и к такому тренеру, и к тренерам сейчас, безусловно, это все вместе дало тот результат, который мы видим. Это мы живем во время, когда уже немножко привыкли к тому, что это Месси, но на самом деле это феноменально в наше время, сколько забивать, так играть. Это, наверное, все-таки футболист из другой планеты по данному отрезку, хотя мы уже привыкли немножко и не понимаем, насколько это здорово, насколько он велик. Мурат, к сожалению, себя с Месси точно не могу сравнить.
Что касается выбора между Дзанетти и Гиггсом, к моему сожалению, я играю гораздо меньше, нежели Дзанетти. Ежели сравнивать из вышеперечисленных, то, наверное, скорее всего, на Гиггса, хотя и с ним не могу сравнить ни по тому, какой он игрок, ни по количеству титулов, ни по мастерству, ни по многому другому. Я стою гораздо более ниже и приземленней. Сейчас читаю Дарова. Это была одна из любимых книг моей супруги в детстве, и мне интересно ее перечитать. Также читаю Лескова, опять же, подарок моих родных, которые подарили мне на рождение старый полный сборник сочинений Лескова. И я думаю, есть еще время для того, чтобы дочитать, там порядка 10 книг, поэтому, наверное, все-таки есть чем заняться в ближайшее время, было бы время. Насчет фильмов давно не смотрел, не могу ничего сказать. Как часто вам дарят подарки, какие запомнились? Настя Овчинникова. Подарки дарят довольно часто, и болельщики, приходя на базу, кто-то привезет откуда-то с тех краев, которые приезжают, какие-то сувениры местные, кто-то приносит выпечку своего приготовления, кто-то дарит какие-то плакаты с фотографиями, с надписями, очень приятно, очень интересно. Дарят и знакомые, и близкие, родные, друзья. Вань, мы планируем остаться после карьеры в Петербурге. Хотелось бы здесь остаться, но я думаю, будем руководствоваться тем, насколько будет возможность здесь работать, потому что жизнь и работа – это неотъемлемые понятия. Там, где я буду работать, там и будет находиться моя семья. Любимых мест много. Нравится мне и Крестовский остров с его парками. Конечно, больше все-таки Елагин остров, где можно походить, кормить белок, просто посидеть на скамеечке, тихо, спокойно покататься на велосипедах. Нравится центр, мне приятно бродить пешком по Петроградке, тому месту, где мы живем, в пешей доступности, когда можно с детьми пройтись и по центру, и мосты. Поэтому мест, наверное, очень много.